Всем привет, друзья, с вами Бородатый Палыч, и сегодня я расскажу о своем наборе бородача. Что же такое набор бородача? Давайте разбираться, не переключаемся, поехали. Под набором бородача я подразумеваю те инструменты, те девайсы, которые вы используете каждый день, через день, возможно, раз в неделю, либо когда только подравниваете бороду. В общем, то, чем вы пользуетесь, когда ухаживаете за своей бородой. В этом видео я расскажу о двух видах наборов бородача. Мой личный, которым я пользуюсь постоянно. Начнем, как всегда, с самого важного, самого интересного. Это мой триммер. Фирма Swiss Home. У него в наборе идет вот такая вот сменная башка, вот эта, которую он отрезает волосы. И такая же еще с более мелкими зубчиками. То есть ее сюда насаживаешь, и вот она пошла стричь. Здесь вот эта насадочка, у нее регулируется до 4 мм длина волосков. На этой насадке у меня есть две вот такие пластиковые, не знаю, как это правильно называется, штуки. Короче, одна от 6 до 12 мм, другая от 14 до 20 мм. Мы насаживаем ее вот сюда вот так, и вот здесь вот на пластиковую такую защелку мы ее защелкиваем. Уже достаточно давно мне его подарила моя бабушка. Он еще пока что работает. В комплекте к нему шла зарядка, шла такая штука, куда его можно было прямо на зарядку ставить. Там специальное отверстие, куда ставился бочоночек с маслицем, небольшая щеточка, чтобы чистить. В общем, обычный стандартный комплект. Я им уже долгое время пользуюсь, ничего я не точил. Периодически откручиваю эти винты, разбираю все, прочищаю, все промазываю. Спиртом промываю, чтобы жир какой-то там, ну, то, что налипает, грязь, счистить. Это вот основной, так скажем, инструмент, который я использую каждый раз, когда подравниваю, либо стригу, либо брею бороду. Далее, в одном из недавних видеороликов я рассказывал про вот такую штуку Philips One Blade. По сути, это даже не триммер, это как бритва, она очень похожа на обычный станок. У нее вот так вот двигается вот эта головка. Здесь, вот здесь у нее с одной стороны стригущая как бы часть, и с другой стороны у нее тоже стригущая часть. Можно двигаться как вот, так и наверх. Можно вот так, можно вот так. Для бородача я говорил, что эта штука будет полезна в том случае, если вы, как и я, носите бороду, подравнивать верхний контур и срезать нижнюю часть. Он делает это начисто, делает это без раздражения, можно делать это на сухую, без каких-либо средств. То есть у меня достаточно чувствительная кожа, он хорошо с этой функцией справляется. У меня также в комплекте к нему шли насадки 1, 5 и 3 мм, но по большому счету я ими очень мало пользуюсь, только если вот здесь вот часть бакенбардов немножко, когда волосы вот так начинают торчать, здесь вот подровнять. Ну, в общем, это как бы дополнительный девайс, однако, когда я не равняю длину, то, допустим, вот этой штукой может там, ну, раза в 2-3 недели, да, я что-то подравниваю, как бы что-то делаю с бородой. А вот им, когда, ну, мне хочется выглядеть опрятно, да, то есть я встречаюсь с какими-то людьми, ну и вообще, в принципе, хочется как-то быть более презентабельным, я его использую, вот этот One Blade, чтобы подровнять верхнюю линию и нижнюю линию. Также у меня есть такая опасная бритва, шаветка, да, со сменным лезвием. Я раньше ей всегда контур подравнивал, но, в принципе, сейчас мне нет необходимости, потому что проще сделать этим. Он тоже делает ровную границу, четкую, удобно. Чисто из-за удобства вот я им пользуюсь. Смотрите, бальзамы. Бальзамы я вообще не особый сторонник, но у меня есть несколько разных бальзамов. Вот этот вот от Бородиста. Кстати, слыхал, что Бородист уже что-то как-то сморжопились. Скоро сваливают, может быть, ребрендинг, может быть, совсем. Но, в общем, я, в принципе, не расстроился, потому что у меня вот такой шайбы хватает очень-очень надолго. У нее уже истек срок годности, я все равно пользуюсь до тех пор, пока вот эти вот маслянистые составляющие, которые здесь есть, они не прогоркнут. Как обычно, это бальзам. Мне нравится пользоваться им больше, а не маслом, потому что он оставляет меньше жирных следов. И у него есть некоторые свойства фиксации. Его берешь в руки, как обычно, да, мы делаем. Надо разогреть, чтобы он разогрелся в руках. И потом уже свою бороду как следует все вот так промазать, расчесочкой уложить. Парни, если вам интересен видеоролик про то, как укладывать бороду, как навести какую-то форму, пишите в комментариях, я тоже вполне могу это снять. Эта процедура достаточно простая, но, как оказалось, парни молодого возраста, юного возраста, у них даже вызывает сложности, например, побрить усы. То есть мои видеоролики про бритье усов, они действительно как пособие для парней, поэтому я сделаю еще один ролик, соберусь с мыслями. Приятно, кстати, пахнет. Бальзам – это тоже в моем постоянном наборе бородача, но использую я его исключительно тогда, когда
для какого-то выхода, то есть для ежедневного использования, для там работы и так далее не использую, только если вот куда-то мне нужно, я хочу сохранить форму бороды. И опять же, использовать его можно в том случае, если вы, ну сейчас же в масках, да, вот это в метро, всякая ерунда с масочным режимом, все время маска придавливает, что-то снимаешь маску, все в разные стороны торчит. Иногда использую вот это вот, когда у меня совсем какая-то беда. Я расскажу в отдельном ролике, да, вы пишите в комментариях обязательно, расскажу в отдельном ролике, как укладывать бороду. Моя расческа, я недавно стал вот именно этой расческой пользоваться, она очень приятная на ощупь, не знаю, на видео будет видно или не будет видно. Она такая soft touch, у нее приятный пластик, расческа DeWalt, у нее достаточно частые вот эти вот зубчики пластиковые, я ей расчесываю бороду ежедневно, в частности тогда, когда я прихожу на работу после вот этого всего масочного безобразия, когда все в разные стороны торчит, очень удобно, я причесываю, используя свое зеркало, которое вы уже видели в моих видеороликах. Я беру зеркало, причесываю бороду, при необходимости я, допустим, чуть-чуть смачиваю водой, чтобы лучше легло, то есть даже без бальзама тоже можно это сделать, и потом уже в течение дня, ну, не использую, потому что, в принципе, особо борода не растрепывается. И в моем постоянном наборе бородача теперь вот это вот зеркало. Многие спрашивают, где его купить, теперь его можно купить у меня на сайте, есть ссылочку под роликом, я тоже оставлю. Вот это зеркало я использую для того, чтобы стричь бороду. Я его ставлю в таком положении, допустим, ну, если мне нужно его как-то в не очень такую удобную позу, что оно не стоит, ну вот стоит, можно что-то сюда тяжелое положить. Я, в общем, смотрю сюда, мне удобно. Ну, естественно, удобнее перед большим зеркалом, сами понимаете, но через маленькое тоже можно. Я делаю так, чтобы я видел вот так вот зеркало. У меня, получается, одна часть показывает прямо лицо вперед, а другая часть, когда я смотрю сюда вниз, она показывает вот эту часть. Ну, то есть тогда, когда я правильно нахожу изгиб, сразу могу посмотреть в это зеркало, увидеть, допустим, вот здесь прямо, могу увидеть, то есть посмотреть ниже, увидеть нижнюю часть. Ну, то есть это удобно, чтобы, например, как раз вот подровнять. И у меня есть полотенчико, я использую его в офисе. То есть дома, естественно, я могу спокойно ванная, душ, там все что угодно, да, на работе нет. И вот видео про стрижку бороды, как можно использовать. Кто не посмотрел, обязательно пишите в комментариях, я расскажу, как укладывать бороду, и про полотенце тоже там расскажу. В общем, полотенце это тоже такая у меня, так скажем, походная вещь, которая мне помогает уложиться при необходимости подстричься. Что касается теперь дополнительной части, да, не так давно я стал использовать гребешки, в частности, вот, ну, какие-то совсем маленькие гребешки, вот в форме черепушки гребешок, я люблю усы. Зачем я использую? Раньше я как-то думал, что все ерунда, но когда начался этот масочный режим, я понял, что, вот, допустим, еду я, ну, по делам, да, то есть я в метро так или иначе захожу, у меня маска все это дело сминает, здоровую расческу с собой вести неудобно, но в то же время у меня есть телефон, да, то есть вместо зеркала у меня есть гребешок, я могу немножечко бороду подровнять, либо же, если где-то есть уборная, я могу туда зайти, намочить бороду, разровнять, то есть это по сути не расческа, видите, она, ну, маленькая, здесь просто вот реально какие-то волоски, которые начинают торчать, мы их просто заправляем, достаточно удобно. И такая штука, я, честно говоря, сам ей не пользуюсь, но кому-то, может быть, она будет по душе. Отдельный видеоролик, если хотите, я сделаю, у меня есть модель, которая, в принципе, согласна попробовать сделать такую, так скажем, форму и посмотреть вообще, насколько это удобно. Еще есть всякие такие вот щетки. Щетки я, честно, никогда не понимал, как ими пользоваться, что, как, но периодически, когда расчески под рукой не оказываются, у меня в офисе есть вот такая, доктор Харрис. В свое время мы продавали на сайте такие, но именно вот эта щетка, она была неоправданно дорогая. В общем, я бы за 2000 такую штуку не стал бы покупать, ну вот, если бы просто мне хотелось там попробовать. В то же время есть щетки такого же сегмента, там с какими-то красивыми черепушками, Barber Style, тут что-то написано, менее жесткая. Но суть в том, чтобы вот когда кучерявые волосы, когда мы ведем, у нас получается здесь волосы прижимаются, и на протяжении всего, пока мы ведем, они, ну, как бы растягиваются. И если вот так вот проводить, то потихонечку волоски разглаживаются. И, возможно, если мы будем так делать, ну, к примеру, пришли, там чуть-чуть волосы размягчили, и вот так вот сделали, то, возможно, они будут прямыми. И масло для бороды. С маслом вообще никак я не могу подружиться. Масло для меня это что-то не очень приятное.
потому что я привык использовать миноксидил, то есть все эти флакончики, все эти пипеточки, это все вообще изи для меня. Но использовать вот это вот масло для меня прям целая трагедия. Масло набрал, оно сальное, его размазал по волосам. У него нет никакого вот этого эффекта фиксации, как, например, у воска. То есть воск, он может быть чуть жирноватый, в бальзаме в этом есть воск, который все это фиксирует, а это просто как жир какой-то, не знаю. Мне масло не очень нравится, но тем не менее многие используют, на вкус и цвет товарища нету, поэтому это я оставляю как бы для набора тоже бородача, но для другого бородача, не для меня. В принципе, из основного, что я сегодня хотел показать, я все показал. Это, конечно, неправда. Если у вас есть вопросы, пишите, рассказывайте, чем вы пользуетесь. Возможно, если вы захотите, чтобы я снял обзор на какой-нибудь девайс, говорите, я попробую. Интересно, в принципе, с вами так посидеть, побеседовать, потому что у меня в моем окружении не так много бородачей, ребят, с которыми мы близко общаемся, с которыми можно что-то обсудить. Поэтому, если вам это интересно, давайте обсуждать это с вами. Они уже давно стоят, ждут своего часа. Это средства для роста бороды с AliExpress. Я сделаю на них обзор в ближайшем времени, поэтому, парни, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, не забывайте делиться с друзьями и ожидайте видеоролика. Я жду еще поступления, еще парочки штук, надеюсь, что дойдут. Мы с вами их вскроем, посмотрим, почитаем составы, в общем, обсудим вот эти средства для роста бороды. Также еще обзор на Дарсенваль. Можно ли использовать Дарсенваль для роста бороды? Это мой Дарсенваль, который я уже начал использовать. Надеюсь, что толк какой-то от него будет, поэтому я расскажу вам как, что, как применять. Ваша задача только поддержать, посмотреть, лайкать. Предыдущий ролик набрал столько мало просмотров, что даже смешно. Вот я сижу, разговариваю, думаю, ё-моё, можно было просто это... кота какого-нибудь заснять, и то больше просмотров набрал. И вот такая расческа с Алиэкспресса. Расческа как раз для укладки бороды. Про нее я тоже сниму. Кстати, кто помнит Бодю Богдана? Богдан себе тоже уже такую приобрел. Смекаешь? Его я тоже вставлю в ролик. И, ребят, если кто-то хочет еще Богдана увидеть, кто его когда-то уже видел, вот, напишите в комментариях, у меня есть уже материал, который он мне присылает, так что можно ради, так сказать, забавы, ради удовольствия как бы вставлять Богдана. Он рад, он ждет выхода своих видеороликов, но я сказал, что, блин, Богдан, извини, если парни не захотят, ну что делать, будем только в ТикТоке тебя выкладывать. Мой сегодняшний рассказ подошел к концу. Еще раз всем спасибо, кто досмотрел до сюда или хотя бы хоть часть посмотрел. Напишите обязательно комментарий. Всем здоровья, отращивайте бороду. Если хотите заказать какие-то штучки-дрючки для бороды или средства для роста бороды, вы знаете, где это можно сделать. Это можно сделать у Бородатого Палыча. Всем спасибо, здоровья, бороды. Пока-пока.